Перед нашей поездкой в Кению я купила собаку. Никто об этом не знает и не знал, кроме нас с Геной. Вот как это было. Я увидела это видео. Ну, сейчас тебя мамочка твоя увидит, заберет, будет тебя любить, вкусняшками баловать. Так и вышло. Я только его увидела и влюбилась в него. Дала за него аванс с расчетом, что после Кении мы его заберем к нам домой. Тая еще об этом не знает, и вот ее обещание. Мы с мамой только что говорили о том, что бы я пообещала делать, если бы мы когда-нибудь завели собаку. Не знаю, типа, почему-то сейчас мама решила именно ставить. Но я скажу. Мы договорились, что если бы вот мы завели собаку, то считая неделю, я не считаю выходные, потому что выходные это дача, не дача, ну, не постоянность. 5 дней это 3 раза всего из всей недели я бы гуляла. Но я гуляла бы только по вечерам. По утрам нет, потому что я люблю спать. Ну, я сразу говорю. И что еще? Гулять по вечерам 3 раза в неделю, по каким дням точно не могу сказать, потому что мама говорит. Хорошо, 3 раза в неделю, окей. Пока щенок маленький. Я знаю, что такое сказать. Он писает и учить какает его дома, надо, его учить надо. У тебя было 3... Сколько у тебя было собак? Было, были Мне собаки. кажется, что... Я понятно, я могу тебе помочь, но мне кажется, что ты в этом плане ты научила кота нашего. Хорошо, я буду учить его, но он же вот, например, Мама, наделал ну, лужу. просто Нет, не написал. надо Ты так будешь говорить. помогать убирать? Ну, понятно, что да, но не надо... Вот так мне говорить. непонятно это. Я хочу знать, что ты Просто- будешь помогать убирать, если он наделал, написал, накакал Просто- дома, пока он учится. Просто, да, только не Это надо на важно. видео говорить, пожалуйста. Но это важно, это же обещание. Причем если на Потому что видео, не на убирать- видео. И еще, про выходные я бы хотела, чтобы хотя бы пару раз в месяц тут можно договориться, понятно? Она, ты поняла, оставался, короче, ты поняла, оставался бы со мной дома вместо дачи, хотя бы иногда в месяц, согласна? Ну, это все я обсуждается. ну, Меня я- волнует вопрос уборки пись как и гулянья. Вот это вот Гуляние основное. 3 раза в неделю, вот из 7 дней. Почему? Ну, потому что неделя со 7 дней. Хорошо. По вечерам, по утрам это не я, потому что я люблю спать, уже сказала. Уборка, если вот он написал в Ну, коридоре. я же сказала уже, я могу помочь, вот ты что за котом тогда Я- не убираю? Ну, ты не убираешь за котом, правда. Ты не убираешь за котом убираю я. Ну, убираю. Ну, давай правде в глаза Ладно, что смотри. вы. Но ты не убираешь. Я сейчас Тае дам свой телефон. Она не видела еще нашу собацу. Она вообще не представляет, какая порода и как он выглядит. Просто я сейчас оставлю ей этот телефон, переверну, и она увидит. На, возьми. Это бульдог? Да, это французский. Ну, какой... Я же говорю, вот мы сейчас про имя говорю. Я предлагала персиком назвать. Потому что мама хочет оставить его Буч. Его, да, хозяйка-разводчица назвала Бучем, и изначально вот месяц он у меня в голове, Ну, Буч, это пока будет он рос. персиком. Давай подумаем еще. Можешь видео посмотреть, там еще дальше есть видео. Нравится тебе? Он милый очень. Ася вообще говорит, когда увидела его первый раз, Ася говорит, боже, какой он милый. Мы все-таки поговорили с мамой, обсудили. Но я не считаю, что его нужно назвать Буч. Я вообще очень хотела назвать его Персеем, но мама не разрешает. Ну какой он персе? Персик еще, Ну, ладно. вот мы думаем, скорее всего, это будет персик. Я хотела Персеем, но пускай будет персик. Давай еще вот мы его Ну, увидим, вот да? Нет, я вот не люблю. Мама говорит, ты должна увидеть, потом ты поймешь, как его зовут. Ну вот увидим, Нет, заберем его. Вот я считаю, что вот если уже выбрать, так выбирать. Вот Серафима мы так назовем. Будет персик и Серафима. Все. Серафима тоже будет очень в восторге в Ну, кавычках. я говорю Серафима и персик. Я предлагала еще фиником назвать, мама не хочет. Ты еще предлагала коньяк его назвать. Ну, у него просто взгляд прям очень добрый. Я не думаю, что его должны звать Буч. Я думаю, это будет просто персик и все. Ну, он прям добрый. Какой он? Ну не Буч это. Через пару часов Тая передумала, и мы все-таки решили оставить ему имя Буч. Уже завтра мы едем забирать нашего Буча, и мы сейчас поехали с мамой выбирать, чтобы ему что купить. Мы купили вот такого осьминога, такого бегемота, который пищит. Игрушки для собак. Там все они так противно пищат, это единственное самое нормальное, что мы нашли. Вот такая вот еще Понабирали, как ребенку. морковка. И вот такую штуку грызть. Еще какой-нибудь, может, мячик возьмем, и это точно все. А сейчас поедем выбирать ему лежанку. И миски. Да. Зашли в Сенсей покупать для Буча. Я увидела дачные тут вариантики, и все, не могу отсюда выйти. Моя слабость. Корзинки разные. Хочу купить нам в беседку именно, возможно, вот такие вазончики подвесные. Вот стою, выбираю. Поехала я, значит, за мисками для собаки. Покупаю на дачу на второй этаж в морском стиле декор.
разных раковин набрала, вот таких. Все, меня нельзя сюда запускать, мне нужно убирать с того магазина. Кораллы у меня. До миски собаки мы еще не дошли. Но мы к этому идем. Надо аккуратно сложить. Уберем для Бучи еще вещи. Вот тоже вода. Поилка уличная, чтобы гулять с ним можно было и наливать туда водичку. Еще берем вот это. У него игрушек больше, чем у Алисы уже. У нас уже на кассу это все не помещается. Это мы взяли, потому что еще виски скинули. Это мы еще много рядов не прошли. Я уже развернулась, пошли на кассу, потому что еще здесь на час застряли. Мы купили Бучу 2 лежанки. Одна это заяц, и это на дачу, чтобы не возить большую. А это одна домой. Ну, мне кажется, если Сима отожмет. Не отожмет. А шампунь у нашей собаки будет с экстрактом чайного дерева. Даже я таким дорогим голову не мою. Покажу, как хозяйка Ксения собирала Буча в дорогу. Уже готов выезжать. Ой, боже, что ты не мать, он все описал. Все описал, скажи, да? Не маленький, все описал. Ты тут написюкал немножко, Буч. Бучик, написал. Ты маленький такой, мы сейчас домой поедем с тобой, да? Домой поедет мальчик. Тяжелый. Тяжелый мальчик такой, скажи, да? Скажи, все такое незнакомое, да? Сейчас домой едешь, домой будешь с Алисой знакомиться. Он будет привыкать, скажи, еще никого не знает из нас, да? Всё Кто там нормально? сидит? Как Буч. ты доехал, Буч, кто там сидит? Кто сидит? Как ты Кто там? доехал? Кто там? Ку-ку. Ку-ку. Ну, я тебе дам сейчас нельзя. Нельзя, лапу Нельзя. она уже Нельзя. поднимает лапу на него. Это твой друг теперь. Ты что? Алиса еще спит, сейчас пойдешь знакомиться. Здесь еще есть Алиса в этой квартире. Дитя, пойдем. К тебе гость пришел. К тебе гость пришел. Доброе утро. К тебе гость пришел, дочь. Смотри, кто к тебе пришел. Алис. Это так мы встаем в школу, чтобы вы понимали. Смотри, кто к тебе пришел в гости. Посмотри. Посмотри, Алис, взгляни хоть из-под одеяла, Ты кто кто? зашел домой к нам. У нас новый жилец. Дочь, посмотри на нового жильца. Доча. Да. Разбудить не вышло. Да, она думает, что ее в школу будет. Посмотри, кто здесь. Зачем ты кричишь? Ты пугаешь щенка, Алиса. Пришел. Это Буч. Буч. Это с нами будет жить он. Да. Доброе утро. Мама, Да, это Буч. Не кричи, не пугай его. Сима, смотри. Сима, короче, думает, капец, кого они принесли, да, эти люди. Да. Обнаглели, скажи, Сима, совсем. Буча трогать нельзя, ты поняла? Нельзя его трогать. Но. откуда он? Мы его к себе в семью забрали. А кого? Мы ездили утром, забирали его. Мы же говорили с мамой, что поедем, заберем кого. Сима вообще ушла. Сима тут наблюдает. Сима наблюдатель. Не подходит. Она ждет, пока я свалю. Тая вон ему принесла переноску новую. Водичку надо налить ему. Налей ему пока воды, Тай. Бучик. Бучик.
Скажи, он привыкать сейчас будет все нюхать. А скажи, осваивается, это собака тут, да? Смотри. Хоть что сказал впервые. Он такой игривый. Скажи, бегает тут, гоняет. Бучик. Будем сейчас приучать к писям-какам. На улицу уже будем с ним выходить. Иди поиграйся с Бучей. Чего ты? Это твой домик новый, видишь? Твоя лежаночка. Нюхай, нюхай ее, нюхай, Бучик. Ой, все, лег. Отдыхать, а то так забегался. Бедный. Устал, да? Устал. Да, скажи, ты только играться хочешь и играться, да? Сима думает, вы кого принесли сюда? Я тут хозяйка, да? Кого вы принесли домой? Мы все равно же любим, да? Кошка любимая наша. Он хочет спать. Давай не будем ему мешать, хорошо? Пусть засыпает. У Бучика теперь еще есть вот такой коврик. Мы ему купили. Ему здесь удобнее. Он прям вытягивает лапки полностью. И рядышком лежанка. Если он хочет свернуться, он идет на лежанку. Писаем мы уже только на простынку, скажи, да? И будем уже сегодня-завтра потихонечку выходить во двор, гулять, осваиваться и смотреть, где мы живем. Привыкать будешь, да? Мы уже едем в магазин выбирать поводок, скажи, да? Купили вот такую курточку, но она немножко, по-моему, маловато. Едем с мальчиком выбирать ему ошейник. Мы забрали папу и едем в зоомагазин. Он ложится сразу и все. Надо померить шлейку. Давай лапу сюда, лапу сюда. Ага. Маленькая, Выбирайте. да? Понятно. Вот. Но здесь у нас МК. Скажи, уже третью с тобой меряем. Ты такой большой. У нас тут примерки. Да. А он не хочет ходить. Не хочет. Идешь сюда, будь. Пойдем. Давай, пойдем. Пойдем со мной. Пошли. Ну, давай, ну. Да, сейчас. Ладно. Скажи, у нас сказали нестандартная фигура. Вот мы нашли вот такой, да? А Буч не хочет никуда идти. Почему ты не хочешь идти? Пойдем? Пошли в машину. Давай. Пошли. Будешь сидеть? Вот такой свитер мы меряем тебе, да? Может, если он встанет, оно как-то по-другому. Вставай на ноги, давай. В нашем одесском дворике все цветет. Весна, да, пришла? Скажи, весна пришла. Буж, давай начинать ходить уже как-то будем, а? Встанет, стоит, смотрит по сторонам, да? Давай, иди сюда. Иди сюда. Ну, давай, давай. Нюхай все тут. Ты вышел, чтобы сходить в туалет. Понимаешь? Не дома на пеленку, на улице уже нужно ходить. Давай. Первая поездка с Бучиком на дачу. Алиса с Геной вышли раньше, зайдут в магазин и придут. Вот. А Бучик пока нехорошо переносит. 2 раза обрыгался. Ну, может быть, потому что я его покормила прямо перед выездом. Учтем эти нюансы и больше кормить его в дорогу не буду. Да, Бучик, как ты там себя чувствуешь? Сейчас приедем, выпущу его, побегает, воды попьет и отойдет. Я подъезжаю, а Алиса меня здесь ждет, да? Сейчас, скажи, будем открывать. Бучик уже 3-й раз обрыгался. 4-й. Угу, ужас. И на свою игрушку. Мягкую. Вот эту игрушку. Стройка идет у нас бесконечно. Что ты? Что ты? А, рыгун, мамин. Иди понюхай тут все, понюхай. А тут уже все расцветает. Мы не были очень долго, скажи, Буч, да? А ты вообще 1-й раз приехал к нам. Доц, он сейчас не будет играть в игрушки, ему нужно сейчас водичку налить. Он должен походить, отойти немножко. Понятно? Я думаю, что Буч полюбит нашу дачу
так же сильно, как и я. И ему здесь будет нравиться находиться больше, чем в квартире в Одессе. Кто приехал на дачу? Кто приехал на дачу? Он уже здесь освоился, бегает везде по дорожкам, скажи, в дом еще боится заходить, думает, все такое чужое, скажи, только к квартире привык, да? Только к квартире привык, мальчик мой, такой колесий, да? Давай, беги, пускаю тебя, скажи, пускаю, давай. Беги. Надо с тебя снять ошейник было, да, я не сняла, сейчас мы его сюда высунем. Вот ему здесь раздольно будет, ну. Давай, беги, Бучик, беги. Скажи. Ты, мамин, я так боюсь, сейчас сезон клещей, мы его обработали. Скажи, ну будем осматривать, чтобы, не дай бог, клещик не прицепился, да? Да, мамин сынуля, мамин сыночек. Да. Мам, Фу, а ну-ка нельзя шланг грызть. Буча, в домик. В домик, Бучи. Бучик здесь хочет все сожрать. Ты уже освоился, да? Уже жрет тут все подряд, бегает, скажи, жрет. Кто жрет всякую гадость? Ну. Собираем батут. С поломанной рукой, да, Алис? Ага. Ну, прекращай давай, потому что это опасно. Будь там, где Алиса, скажи, он за ней везде ходит, ложится вместе на диван. Только ты его не поднимай, хорошо? Ну что, весенний-летний сезон дачный 2026 можно считать официально открытым. Ты видишь, что у нас тут происходит? Скажи, тебе нельзя, мы его кормим только кормом специальным, дорогим, скажи. Но я собираюсь на этой неделе добавить ему творожок, свеклу и какие-то овощи, да? Смотри, Бучик, что это? Что это? Ты еще не знаешь, что такое шашлык, да? У нас сегодня и мясо, и креветки, и перец. Будь занят, короче, делом. Тут копать. Алиса рассказывает, что ему нужно делать в Вот песочнице. одну лапку, да бери лапку и копай. Как будто ты свое говно закапываешь. Спит на солнышке. Пригрелся такой. Домой не хочет заходить. Кайфует на солнышке. У нас очень холодная весна в Одессе в этом году. Все уже ждем тепла. Что там, Буч? Что там? Фонарики уже зажглись. Как летом прошлым. Гуляй давай, гуляй. Давай гуляй. Делай свои дела и пойдем, а то холодно вечером на улице. Давай. У нас Сима наша уже смирилась. К ней пришло принятие, что Буч теперь живет с нами, и что это надолго, что это не одноразовая акция. Всем привет! Я завела себе собаку, и так получилось, что мы с мамой в одно и то же время купили собак, и мы не договаривались, это произошло совершенно случайно. Дело в том, что я уже очень давно хочу себе собаку, и последний месяц я начала смотреть на разных собак, ездила в приют 2 раза, и потом взяла себе своего щеночка, но не с приюта, я его нашла у разводчика. Вот, и сейчас я вам покажу своего песика. Иди сюда. Вот такой вот маленький той-пудель. Ему всего 9 недель, поэтому мне приходится его учить абсолютно все. Но он очень-очень добрый, и я так рада, что он у меня есть. Вот. Посмотрите, какой он просто милашка. Лео. Спасибо большое всем, кто смотрит канал моей мамы. Не забывайте подписываться и ставить лайки. Большое спасибо всем, кто нас поддерживает. У меня все в порядке. Я продолжаю жить в Калифорнии. В прошлом месяце уже было 3 года, как я тут. И я недавно переехала в другой город и в другую квартиру. В принципе, у меня все в порядке. И надеюсь, я уже скоро увижусь с мамой, с моими сестрами, со всеми.
Буч, мы идем гулять. Вот так мы ходим гулять. Он не хочет вообще ходить, не хочет. Вышли на море впервые. Он еще такой лопух, не слушается. Смотри, чтобы он не жрал ничего, Алиса. Буч, он боится еще моря. Да? Боишься моря, Бучик? Сейчас надо ему развернуть, потащить. Бучик первый раз вышел на пляж, да? Скажи, на пляж первый раз вышел сынок. Да. Но мне кажется, ему не очень удобна эта штучка. Ну, хоть как-то, хоть воду пьет. Надо побольше, наверное, какой-то. Он боится моря. Идем. Это море. Летом будем приезжать на море, да? Жилетик ему купим плавать. Будешь учиться плавать. Как гуляет Тая с собакой у нас. Убегает туда. Убегает от воды, да? Он бегает, что быстро. Ты целый день здесь спишь, Буч. Кто увалился тут, а? Вот кто это тут лежит? Гулять он не хочет выходить, скажи. С дивана он слазить не хочет. Что это за собака такая, а? Что это за собака такая? Ты же должен гулять. Это кто гавкает? А? Кто это гавкает так? У нас Буч не умел гавкать. Ужас! Я вот думаю, если ты так дальше будешь храпеть по ночам, переселю тебя к Алисе в комнату. Ей все равно, а я спать не могу под посторонние звуки. Заехали к бабушке в гости. Коты попрятались, боятся Буча. Тихо, только не подходи к нему, он сам заберет. Ты моя запеканка. Я съела. Мы стараемся как можно чаще оставаться ночевать за городом, потому что Одессу бомбят буквально 24/7. Ночью вообще очень страшно. Летит все по жилым домам. Очень много разрушений, очень много боли и страха. И ночевать в городе реально, очень страшно. Вот. А здесь у нас тихо, спокойно. Даже Бучик спит, не дергается. И мы все отдыхаем. И я только здесь высыпаюсь, если честно. У нас со второго этажа видно порт наш одесский. Вот когда летит по порту баллистика или шахеды, это все видно и слышно, конечно. Но так как мы вдалеке, не так страшно, как в городе. По прогнозу еще неделька буквально, и уже станет тепло. Очень поздняя весна такая. Померзла абрикоса у нас в саду, много чего померзло. Цветы сажала, еще ничего не взошло.
Бучик выиграл эту жизнь. Мы сегодня жарим рыбу на мангале.